Ракетная атака России на город Полтава раскрывает для нас множество тайн, о которых мало кто догадывался. По своим разрушениям данное событие масштабное, и потому информация о нем умалчивается. И сегодня я приоткрою тебе ширму трагедии в Полтаве и расскажу, как она повлияет на будущее войны. Подписывайся на канал, а я начинаю. Итак, нам известно, что на днях в городе Полтава произошла масштабная ракетная атака со стороны России. Были поражены здания больницы и одного из учебных заведений, а количество жертв от атаки по официальным данным Украины составило 55 погибших и 328 раненых. Президент Украины Владимир Зеленский после ракетной атаки дежурно потребовал от западных партнеров дальнобойные ракеты и ПВО и пообещал провести быстрое расследование данной трагедии. Однако, как мне кажется, жертв после ракетной атаки в Полтаве было куда больше, чем говорят официальные данные Украины, потому что слишком огромный медийный эффект произвела данная атака. И судя по разрушениям в Полтаве, погибших людей под завалами наверняка больше. Независимые источники, например, сообщают о минимум 300 погибших людей под завалами больницы и учебного заведения. Они считают, что ввиду огромных жертв украинские власти решили не говорить полную информацию, чтобы не было паники среди населения. Некоторые местные жители Полтавы говорят, что в Полтавском военном институте связи погибли размещенные там контрактники и мобилизованные, и что именно эти солдаты и стали целью ракетной атаки. Похожее мнение выразил и экс-нардеп Украины Игорь Мосейчук. Он сообщил, что над Полтавой накануне атаки летал разведдрон. Однако, по словам Мосейчука, дополнительных мер безопасности после полета дрона никто не предпринял. Прилеты были по плацу, где было боевое построение, и по столовой, где находилась часть военнослужащих. Главной ошибкой, по которой произошла ракетная атака, многие считают халатность военных тыловых чиновников, которые расслабились за долгое время войны. Это связано с тем, что на территории Украины давно не было настолько успешных для России ракетных атак. И на этой почве, возможно, будут показательные аресты местных чиновников, чтобы сбить негатив и панику в обществе, которые достигли предела. Потому что некоторые личности даже заявляют о том, что на территории учебного заведения и больницы в Полтаве располагались украинские солдаты. И после этой атаки вооруженные силы Украины не досчитались аж 432 человека. И среди безвременно погибших в Полтаве, возможно, были идентифицированы даже инструкторы и бойцы иностранных частных военных компаний. Больше всего убитых и раненых среди польского и французского контингента. По слухам, присутствовали даже шведские военные части. Борты санавиации всю ночь вывозили раненых с места происшествия. В первый день было вывезено свыше 38 тяжело раненых в Польшу и далее в Германию, и 11 трупов офицеров НАТО из числа отпускников и инструкторов на подработке. Верить в эти цифры или нет, решать лично тебе. Но их наличие есть следствием того, что под завалами оказалось огромное количество людей, часть из которых никогда не получится опознать. На этой почве можно делать любые заявления о высоких потерях и даже не краснеть. Но самое интересное, это не результат ракетной атаки на Полтаву, а то, что эта атака произошла в сотнях километров от фронта, фактически в центре Украины. Получилось так, что российские ракеты смогли обойти противовоздушную оборону Украины и фактически безнаказанно пролететь сотни километров, уничтожив огромное количество людей за раз. Это показывает нам то, что у украинского государства наблюдаются большие проблемы и острый дефицит систем ПВО, который не получится так легко закрыть. Украинское государство уже перегружено и не в состоянии производить достаточно систем ПВО, а западные страны не сильно торопятся передавать ПВО Украине, так как это довольно дорогая техника. Пока что Полтава — это единичный масштабный случай. Но если проблему с ПВО не решить, то ракетные атаки на Украину могут перерасти в нечто большее. Например, воздушные десанты российских войск на юге Украины, которые очень эффективны в городских боях. И я сейчас не шучу, потому что именно юг Украины, а также территории Донбасса являются приоритетными для российского государства. Ведь намного проще перерезать выход Украины в Черное море, захватив южные области Украины и обвалив таким образом основные поставки вооружения, чем идти штурмом на Киев и нести огромные потери, понимаешь? Результат ракетной атаки на Полтаву дает зеленый свет России для проведения воздушно-десантных операций в различных регионах Украины. А если учитывать то, что русскими войсками на юге Украины командует именно генерал воздушно-десантных войск, то такой сценарий уже не кажется сомнительным. Также ракетная атака на Полтаву показывает нам то, что у российского государства есть крупная агентурная сеть на территории Украины, потому что российские крылатые ракеты почти всегда летят в ту цель, которую отметили определенными координатами. И удар по больнице или учебному заведению вряд ли мог быть случайным. Это был нацеленный удар ракетами, который координировал кто-то из местных жителей Полтавы. И неважно, с какой целью это
этот человек помогал российскому государству. Важен сам факт этого происшествия. Раз уж русские пустили несколько дорогостоящих ракет на Полтаву, значит, они доверяли координатам и человеку, который их дал, понимаешь? И это доказывает то, что у России есть своя широкая агентурная сеть в Украине. Множество людей готовы противостоять украинскому государству за награду или же за идею, и это серьезная проблема для Украины. Особенно если учитывать то, что сторонников России намного больше в других регионах, особенно на юге Украины, и они представляют весомую угрозу для украинской власти. Потому ракетная атака на Полтаву не является обычной. Она обнажает множество слабостей Украины и в результате принесла колоссальное количество жертв для украинской власти. Многих людей мы вряд ли сможем когда-то опознать. Уже всплывают подробности даже о том, что под Полтавой могли находиться войска стран НАТО, о чем я уже говорил. И на этой почве возникает вопрос, а станут ли западные страны после ракетной атаки по Полтаве предоставлять Украине больше систем ПВО? Все-таки президент Украины по сути и потребовал этого в своем заявлении про Полтаву. Как бы там ни было, но Запад вряд ли предоставит Украине больше систем ПВО, так как это дорогое удовольствие. Да и Украине уже было поставлено огромное количество систем ПВО. Множество систем ПВО было утрачено во время Курской операции Украины. И у меня, кстати, есть отдельное видео на эту тему. Курская операция принесла огромные потери для украинского государства и не сделала своих главных задач. Однако именно вследствие атаки на Курск было потеряно огромное количество ПВО, среди которого были даже установки Patriot. И в качестве последствия ошибки украинского генштаба можно считать именно ракетную атаку на Полтаву. Специалисты продолжают идентифицировать изъятые остатки тел с места происшествия. И сообщается, что аварийно-спасательные работы завершены. Как думаешь, сможет ли Украина избежать ракетных атак наподобие той, что произошла в Полтаве, или нет? Напиши свое мнение в комментариях. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч.